какой точке траектории движения искусственного спутника его потенциальная энергия относительно Земли наибольшая, наименьшая? То можно сказать о кинетической энергии спутника в этих точках. Так, спутник движется вокруг Земли по эллиптической орбите. Это у нас Земля, вот это движение спутника. Обозначим точки эти. Здесь будет А, точка Б, точка С, точка Д. Движется искусственный спутник Земли. Начнем с определения полной энергии, которой обладает любое тело, которое движется. Она обладает суммой двух энергий: потенциальной плюс кинетической. Полная энергия W, полная равна энергии потенциальной плюс энергия кинетической. Она никуда не девается. Она просто превращается с одного вида в другой. Мы знаем о том, что потенциальная энергия зависит от расстояния. Это масса спутника, mg, какой здесь уже действует на этом расстоянии, и умножить на высоту. Кинетическая энергия определяется скоростью mv квадрат делить на сумма этих двух энергий всегда будет равна максимальному значению, будет всегда одинаковая. В любой точке вот эта полная энергия, которой обладает спутник, будет одинаковая. Другое дело, что в этих точках потенциальная и кинетическая, естественно, будет разной. Но тем не менее, сумма этих двух энергий всегда будет одинаковой в любой точке. Сразу понятно, что в точке D расстояние спутника от Земли наибольше всего. В точке С меньше всего. Можем сказать о том, что потенциальная энергия в точке D будет наибольшая, а в точке С будет наименьшая. Теперь посмотрим, каким образом можем изобразить значение изменения этих энергий. Если это энергия максимальное значение, она все время одинакова. Потенциальная энергия, если она возрастает, сумма этих двух всегда будет одинакова. Можем нарисовать график такой, что это полная энергия всегда равна, а вот это нарисуем график W, потенциальная энергия, и с другой стороны нарисуем график кинетической энергии. Когда минимальное значение имеет потенциальная энергия, кинетическая энергия имеет максимальное значение. И наоборот, когда кинетическая энергия здесь будет минимальное значение, он превращается в потенциальную энергию. Энергия превращается с одного вида в другой. Если в точке D напишем W потенциальное, будет максимальное значение, W кинетическое будет иметь минимальное значение. А в точке С W потенциальное минимальное значение, тогда W кинетическое будет равно максимальному значению. Тем не менее, и в точке D, и в точке С сумма этих двух энергий будет одинаковая. Что в точке D, что в точке С. Она не меняется. Просто в течение движения спутника по эллиптической орбите одна энергия превращается в другую. Здесь потенциальная энергия меняется, уменьшается, зато увеличится кинетическая энергия. И здесь потенциальная энергия равна минимальному значению, кинетическая максимальная. Затем кинетическая убывает, а потенциальная возрастает.